Привет, меня зовут Сергей, и в этом коротком видео хочу вам показать очень простой способ установки Docker на Linux. В моем случае это Mint, но это не имеет никакого значения, потому что для всех систем Linux будет установка абсолютно одинаковая. Погнали! Первое, что мы можем сделать, это проверить, установлен ли Docker в нашей системе. Для этого переходим в терминал и вписываем короткую команду docker в терминале. Получаем ответ. Здесь написано, что команда docker не найдена, but can be installed, то есть может быть установлена. И ниже приведены примеры команд, которые установят нам соответствующие версии докера. Но я бы не стал использовать то, что сейчас нам выдала консоль. Можно просто перейти в поисковик, вписать команду docker install. Первый сайт, который предложит нам Google, это будет install docker engine. Переходим на него, опускаемся немножечко ниже, и здесь будет такой параграф, как установка движка Docker. Первое, что нам рекомендует сайт, это sudo apt-get update. Можем прямо отсюда его скопировать и вставить в нашу командную строку и выполнить эту команду. Для этого, конечно, нужно будет ввести пароль. Видим в конце, командная строка нам написала, что выполнено. И сейчас я немножко вкратце объясню, что это за команда sudo apt-get update. Первое, что мы здесь видим, sudo. Ну, как знают многие пользователи Linux, без этого в Linux никуда. Это права администратора, можно так сказать, мы добавляем к нашей команде. И следующая команда apt-get update. Эта команда выполняет обновление пакетов в нашей системе. Если мы внимательно присмотримся к нашей консоли, то увидим здесь такие заголовки на каждой строке. Их может быть три типа. Это hit, как я здесь выделил. Это может быть ign, вот как под номером 6. И может быть еще один тип заголовка, это get. Что они обозначают? Hit обозначает, что никаких обновлений для данного пакета не нужно. Ign обозначает, что этот пакет игнорируется. Почему игнорируется? Потому что установлена слишком свежая версия, которая даже не требует проверок. И третий тип, это может быть заголовок get, которого вот у меня здесь нет, но это обозначает то, что существует новая версия пакета, который можно обновить. Чтобы здесь нам ничего не мешало, впишем команду clear, очистить консоль. Дальше переходим опять на страничку докера. Первое мы выполнили. Следующую видим команду sudo apt-get install. И дальше там что-то про докер, контейнеры и docker compose. Можно отсюда ее прямо скопировать. Перейти в нашу консоль. Вставить и выполнить. Это может занять буквально там минуту-две. Как видим, установка пакетов завершена. Можно вписать команду docker. И теперь у нас docker нам подсказывает все команды, которые в нем существуют. Но это еще не конец установки. Еще нужно сделать пару шагов. Сделаем опять очистку нашей консоли. Это команда sudo user mod ag docker и user в конце. И выполняем. Видим, что команда прошла. Что эта команда нам дает? Эта команда добавляет нашего пользователя, то есть нас как владельца компьютера,
в группу избранных пользователей для запуска команд докера. И еще нужно сделать одну команду, которая активирует изменения в группах этих пользователей. Это команда new grp и docker. Все, тоже нет никакой ошибки, значит команда прошла. Но и это еще не до конца все. Еще осталась одна команда, которая запустит нам демон процессов в нашей системе. Для этого нужно выполнить команду sudo, как обычно, system ctl start и docker и выполнить. Команда не вернула нам никакого сообщения, значит, что докер запущен. Чтобы проверить, работает ли у нас докер, мы можем дернуть из Docker Hub, например, сервер Nginx. Для этого выполняем следующую команду docker pull, то есть дерни, и Nginx. Видно, что происходит процесс загрузки последнего имиджа Nginx. Здесь указано, что он latest, это значит, что он последний по дате обновления. И здесь приписывается его хэш-сумма. То есть это мы загрузили из Docker Hub Nginx. Теперь, чтобы его запустить, например, на нашем localhost, можно выполнить следующую команду docker run name и называем его как-то, например, my-nginx, например, так. Указываем флаг "-p" и указываем, что он у нас будет работать на 80-м порту внутри докера и на 80-м порту снаружи докера. Указываем флаг "-d" и Nginx. И запускаем. Теперь, чтобы посмотреть, запущен ли у нас Nginx, можно в нашем поисковике ввести команду localhost и нажать Enter. Пожалуйста, нам выдалось сообщение Welcome to Nginx. Это что означает? Что в нашем докере работает сервер Nginx. Как можно еще это проверить? Вернемся к консоли, запустим docker ps. И здесь точно так же будет указано, что у нас запущен один процесс в докере. Вот он, ID контейнера. Он был загружен из образа Nginx. Создан 42 секунды назад. И работает на localhost 80. Это порт, который снаружи докера, а это порт, на котором работает наш сервис внутри. И вот его имя, которое мы указали, my-nginx. То есть мы запустили докер в нашей системе Linux. Все работает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки этому видео. Я буду как можно чаще выпускать новые видео с простыми шагами, как устанавливать и работать в системе для программирования.